Как известно, я сторонник Петра Алексеевича Порошенко. Так как я его сторонник, я ему помогаю изо всех сил. А так как он рассказывает о том, что он считает жителей Донбасса, кем он там считает? Заложниками, которых надо освободить и все такое, я ему помогаю услышать жителей Донбасса. Я думаю, в этом ничего плохого нет, в том, что я ему помогаю их услышать. Вот это вот небольшое интервью я бы назвал одним словом – сорвало. Бомбили дома все, и наш дом тоже, школу мою. Ну, танк одним выстрелом, град стреляет, много выстрелов. Прилет-то когда дальше стреляют, это к нам, а когда близко, это от нас. Потому что все телеканалы проданные, как, допустим, если пятый канал Порошенко, как они могут сказать? С одной стороны, их понимаешь, потому что это их жизнь, их зарплата. То есть здесь же даже не только их зарплата, а их жизнь. Возьмите тележурналистов, те, которые даже на Украине, кто против, говорит, все, они уже все, либо с окна выпали, либо несчастный случай. Ну вот, Леся этого, убили. Давайте возьмите, все яйца. Кузьма только сказал, что давайте за мир, все. Получилась автокатастрофа. Да жуть какая-то, смотришь, просто волосы бегут. Своими глазами. У меня дом находится, вот как раз, вот я вот с своего окна 26 мая наблюдала, как начали бомбить. И у нас ни одного дня перемирия не было. Вот район Путиловки, Октябрьский, Спартак, ни одного дня Пески не было. Когда и перемирие, все время бомбят. Вот буквально на днях у нас трамвайные пути не работают в районе железнодорожного вокзала. Вот буквально, вот 22, по-моему, числа, район у нас, дом находится в промышленной зоне. Район завода Точмаш. Там бомбежки капитальные, подружка бомбит. Они ждут не дождутся, когда их освободят от этих украинцев. Они сами вот ходят и вот тупо даже позвонить не могут. Вы откуда, вы куда, и все. Говорят, толики, даже вот такие провокации, как начинали обстрелы, они падали, а эти стояли и смеялись. И даже вот они говорили, им прислали гуманитарку с Авдеевки и давали тексты, что они должны читать. Так многие люди от этой гуманитарки отказались, чтобы только не читать то, что они там им написали. Кто не дождется, когда наоборот оттуда украинцев выгонят. Они там творят неимоверные вещи. Тоже вот Спартак рядом, 71-й, 22 вагона. Они вам мешали, что тут их заело, что пустили электричку, 4 вагона. Люди там совсем, вот я ездила в Ясиноватую за гуманитаркой, и это самое, и стояли на переезде, как электричка ехала. Они сами себя выходят. А теперь вот правда или неправда еще, с 1, говорят, июня МТС будут отключать. Киевстар отключили, теперь МТС будут отключать. Они уже не знают, они блокаду. Захотели, извините, переизбрать, переизберите уже как положено. Нормального президента. Ну, не они там вооруженным путем сделали, извините, переворот в стране, а мы, извините, не признали это. Правильно. Так тоже нельзя, да? Здесь тоже люди и... Как говорят, что, вот говорили, сами руководители говорят, что... А депутаты, что эти депутаты, это вообще позор. У Донецке, это колорадские жуки, вот молодые, как я уже пожелали, уже я в возрасте, 72 года мне. А их дети, это личинки колорадских жуков, да. Я сама слышала, как говорил Ясенюк, что это не люди живут там, а мы привыкли всю жизнь работать. Как говорят тоже, я слышала, как один журналист, я аж заматюкалась, честное слово, что это ты журналист, ты на такой должности, как ты можешь такое сказать? Здесь нету в Донецке ни одного нормального человека, там все тюремщики, и там они только что там одна шахта, вот тюремщиков туда загоняют, тут нормальные люди работают. Пусть посмотрят, сколько с Донецка и с Луганска спортсменов, которые даже чемпионаты мира выиграли, сколько у нас, извините, оперный театр и Писарев вышел отсюда, сколько у нас талантливых детей и людей. Так характерно то, что сам Кличко, родители его, они же отсюда, с Донецка. Отчего не ненавидят? Потому что не подчинились им. Нам предложили референдум, мы расписались. Мы подписались за референдум, а потом наша была 72 года. Я прожила, я местная жительница. Как
врубиться. Я не понимаю, я сначала не могла врубиться, что это за слово такое. Мы прожили, у меня свой домик на Спартаке. Я привыкла колупаться, я заработала пенсию. Какую я заработала? Ну я заработала, я 1200, мне дали, спасибо за это. Потому что это самое, были цены немножко меньше, и как-то все равно каждый жил, и ноги больные, и сколько болячек. Но мы старались, каждый бежать на работу, как это так? Я заболела, ой, температуры нету, я побегу на работу. И мы сепаратистами остались. А что он сейчас в Украине сделал хорошего? Обложил такими налогами и обложил чем он их? Ценами за коммунальные услуги, что люди сами плачут. Там уже только что права голоса у людей нет, там уже большинство уже давно его скинуло. А в Киеве как было поначалу? Тоже ханули люди, когда Позор. Просто позор таким людям. Даже не то, что президент, ему как человеку позор. 106 или 104 человека на Майдане погибло. Они хоть кого-нибудь посадили? Нет. И он в розыске в Грузии. Вот правильно люди в 2008 году, я примерно такого не видела, чтобы он чуть галстук красный не съел, вытирался вот так. А как прежде чем приехать Порошенко, Саакашвили туда, в Одессу, и там уже женщины поприготавливали красные эти галстуки ему. Жмут и жмут всех везде. И вообще большинство, мне кажется, просто голодовка. Они бы все бы поднялись, если бы только не боялись вот этих репрессий и не видели, Да. что творятся на Украине. Закончилась война, мы восстанавливали свой город прежде всего. Но в Украину 100% с таким... Да, люди, большинство, может быть и хорошие, их может заставляют идти на войну, все это понятно. Но с таким президентом мы в Украину не хотим и с такими депутатами. Пусть они вот эта ячейка и куда-нибудь на Луну летят. Ждем, когда вот это окончится война, и сказали, за последний день искупимся, на улице прям накроем столы и будем отмечать День Победы. А потом будет дальше все видно, если мы только останемся живыми. Потому что просто сила воли, как бы наш народ до последней капли крови будет биться. И никакой Порошенко не заставит.